Всех приветствую. Илон Маск снова решил повлиять на рынок своими твитами. На этот раз он опубликовал твит, в котором поставил хэштег биткоин и разбитое сердечко, сопроводив это соответствующей картинкой. Он хочет показать, что разочаровался в данной криптовалюте и почему-то решил рассказать об этом публично, снова повлияв на ее курс. Курс и остальных альткоинов не заставил себя долго ждать и полетело все вниз. Практически все, кроме файлкоина. Что же касается биткоина, то после вчерашнего падения шорты все-таки решили немножко подсократить. Минус 10,9% шортов у нас в минусе по биткоину. По эфириуму шортов немного прибавилось, лонги практически на прошлом уровне. По риплу особых изменений за 24 часа не произошло. Что же касается страха после заявлений Маска, то страх, как ни удивительно, за 24 часа последних даже стал меньше. Уже все настолько привыкли к его таким выходкам, что уже даже и никто и не боится. Либо все, кто боялся, уже вышли из рынка. Вчера был экстремальный страх 24, сегодня просто страх 27. Как видно из графика, мы идем вверх, а значит трейдеры перестают потихонечку бояться, и даже такие, казалось бы, грозные твиты Илона Маска уже так хорошо не действуют. Но зато они хорошо действуют на ликвидацию. Вчера было около 70 тысяч трейдеров, которых ликвиднуло, сегодня 124. И за 24 часа общая сумма составила 608 миллионов долларов. В основном, конечно же, лонгисты. Мы немного подросли, кому-то даже показалось, пробили треугольник. Многие начали залетать в лонги, но у них отняли деньги. Немного подросли на графике как раз таки эти показатели. Ликвидация у нас стала больше, чем за последние несколько дней. Что же у нас делают Grayscale на этом фоне? Они снова взялись закупать Litecoin. И неожиданно Zcash. До этого они покупали Link и Litecoin, сейчас снова Litecoin, и на этот раз прикупили ZEC. Кстати, есть неплохой ответ на данный твит Илона Маска. Но до этого стоит упомянуть, что он после этого еще опубликовал название 3 стран: Канада, США, Мексика. По первым 3 буквам можно прочитать всем понятное слово. Что же касается ответа, то один из популярных ответов — это ответ Джастина Сана. Он написал: «Я куплю все биткоины, которые Илон Маск продаст», и нарисовал сердечко целиком. Разбитое же сердечко многие интерпретировали как тот факт, что Илон Маск собирается, либо уже продал все свои биткоины, которые он, кстати, обещал не продавать. Но в любом случае, Джастин Сан дает надежду, что он все эти биткоины он выкупит. Из других новостей, которые у нас были за последние 24 часа в мировых издательствах, это Reuters пишет: биткоин является фарсом. Снова у нас негативные новости, снова очерняющие биткоин полетели заголовки. Как это неожиданно почему-то вместе с Илоном Маском. То есть у них цель опять немного продавить рынок, похоже. На этот раз главный инвестиционный директор Паскаль Бланк. Криптовалюты, такие как биткоин, являются фарсом и признаком образования пузырей на финансовых рынках. Опять по делу ничего не сказал, просто решил добавить негатива. Какие у нас еще новости? Тот же Reuters пишет: биткоин упал на 4% после того, как генеральный директор Илон Маск опубликовал твит, намекая на разрыв с криптовалютой. Ну и все понесли данную новость, данный твит, чтобы каждый узнал о том, что Илон Маск разочаровался. Только вот Илон Маск уже очень стремительно теряет способность влиять на курс биткоина. Все же он его может обвалить, но в одиночку уже не так хорошо получается. Что у нас пишет Independent? Крупнейшее биткоин-событие в истории состоится в Майами. Да, кстати, на днях состоится крипто-встреча в Майами. Будем надеяться, что и там будут позитивные новости. Newsweek пишет: звезда НФЛ, в США популярная игра, кричит Илону Маску на рекламном щите, посвященному добыче биткоинов: придерживайтесь космоса. То есть намекает ему очень прямо, чтобы он перестал лезть в криптовалюты и занимался уже своим космосом, а не манипулированием криптовалютами. Вот он, этот билборд. Видимо, уже и не только простые люди устали от манипуляций Маска. Ну и продолжим российскими новостями с российских издательств. Наши новости это тоже не обошли стороной. Горячая тема отмечена: Илон Маск спровоцировал снижение курса биткоина новым твитом. Кстати, да, в твите была картинка, в которой были приведены слова песни Linkin Park «In the End». Я знаю, что говорила, что между нами все будет кончено, если ты процитируешь еще одну песню Linkin Park, но я нашла другого. На что он ей отвечает: то есть, в конце концов, это даже не было важно? То есть, песней Linkin Park, он ответил. Мне почему-то кажется, что не зря здесь замешан именно вот этот
мем, это отсылка к песням Линкин Парка. Мне почему-то кажется, что в последующем он в Твиттере снова напишет какую-нибудь строчку из Линкин Парка, но на этот раз, возможно, с противоположным смыслом, что даст намек, например, на рост биткоина, либо его любимого Dogecoin. Потому что сообщения в лоб уже не работают, только намеки и какие-то отсылки. Также у нас Китай дал заднюю. Торговля биткоином не запрещена, но требует защиты интересов простых людей. То есть недавно они кричали, что все пропало, сегодня уже ослабляют хватку и говорят, что нет-нет, у нас ничего не запрещено, просто мы заботимся о наших дорогих китайцах. Операции с биткоином и другими цифровыми активами возможны, если граждане готовы брать на себя такой риск. Можно подумать, до этого они не брали такой риск. При этом реклама прибыльных активов подлежит ужесточению. Опять-таки, как будто бы раньше она была свободна. То есть китайская тема у нас потихоньку начинает ослабляться. Не такой уж и жесткий был, получается, запрет. Но они каждый год играют с такими новостями, китайцы. Тинькофф хотел бы дать клиентам возможность торговать криптой. Это отличная новость для популяризации криптовалюты, так как Тинькофф инвестициями, я думаю, пользуется каждая домохозяйка и каждый школьник. Но, возможно, не школьник, возможно, студент, я не знаю, там со скольки лет они их все-таки допускают, скорее всего, с 18. Исполнительный директор банка заявил, что квалифицированные инвесторы хотят инвестировать в криптовалюту, но его компания в настоящее время не может предложить им эту услугу. В настоящее время нет механизма, чтобы предложить им этот продукт в России, потому что Центральный банк занимает очень жесткую позицию. Однако же Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, недавно заявляла, что цифровые валюты Центрального банка – это будущее нашей финансовой системы. То есть они не против, в принципе, криптовалюты цифровых каких-то активов, но хотят, чтобы это было все подконтрольно и с их подачи. Но это неплохо, что у нас частный, как говорится, бизнес хочет идти в ногу со временем и предоставлять актуальные услуги. Герман Греф назвал криптовалюту самым рискованным инструментом для инвестиций. Он заявил, что самым надежным инструментом инвестирования является банковский депозит, естественно, с мизерным процентом. А наиболее опасным он назвал криптовалюты и акции. Он считает, что депозит в банке полностью надежен. Его слова еще раз подтверждают тот факт, что они боятся, что когда придут на рынок криптовалюты в массовом таком понимании, то они будут нести большие убытки, так как люди понесут деньги туда, а не на депозиты. Им бы по-хорошему лучше быть первыми в этом деле и предоставить людям площадку для торговли в России хотя бы, чтобы люди к ним эту криптовалюту заводили и держали. Тогда бы все были в плюсе. Но этого делать они, похоже, не собираются. Еще одна новость. Также из России Норникель выпускает токены на экологически чистый никель. Крупнейший в России и один из самых крупных в мире производителей цветных и драгоценных металлов Норникель заявил о выпуске партии токенов, подкрепленных углеродно-нейтральным никелем. Токенизация – это один из способов увеличения продажи готовой продукции промышленным и розничным клиентам. То есть, с одной стороны, у нас запрещается оплата криптовалютой, с другой стороны, можно сказать, полугосударственная компания выпускать хочет токены свои. Каждый день один одно говорит, другой другое. Еще одна новость из США. Рон Пол. Биткоин должен быть равноправным конкурентом доллару США. Бывший конгрессмен считает, что биткоину нужно позволить конкурировать с долларом США. В противном случае биткоин и золото не должны облагаться налогом как активы. Вот почему вот у них есть какая-то логика даже в налогообложении. То есть, если мы берем налоги с этого, то должна быть конкуренция на равноправных с официальными деньгами. Если же такого нет, налоги брать не стоит. У нас же наоборот. Ничего нельзя, но налоги в первую очередь. Рон считает, что нужно позволить людям использовать любые цифровые валюты, имеющие для них ценность, чтобы обеспечить их честную конкуренцию с обычными деньгами. Однако ФРС вряд ли откажется от своей монополии на выпуск доллара, так как правительства стремились контролировать деньги на протяжении многих веков. Ну, естественно, скорее выпустят какой-нибудь, не знаю, криптодоллар, чем узаконит биткоин. Ну и давайте посмотрим, что у нас на биткоине произошло за последние сутки. Как и предполагалось, мы не смогли пробить грань треугольника и направились к нижней теперь этой грани. Посмотрим, как мы отреагируем на движение здесь, но стоит отметить, что если данный треугольник все еще имеет силу и начался он от
последнего лоя, то А, Б, С, Д, Е мы уже отработали, и у нас теперь при таком сценарии должно состояться пробитие вниз до предыдущих лоев. Также вот в этом ценовом диапазоне стоит понаблюдать за движением биткоина и посмотреть, как он будет проходить в сторону отмеченного треугольника. Пока также приоритет вниз, так как ничего не нарушено и даже все продолжает подтверждаться, рисуя треугольную формацию. Что у нас тут по эфириуму? По эфириуму мы также не пробили хай и приоритет сохраняется вниз. Пока при торговле в боковике прогноз у нас все тот же, приоритет вниз, так как ни объемов, ни индикатора, никаких особых изменений нет. Также приоритет вниз, но вариант наверх также пока не сломан. Напоминаю, что даже при движении вниз отскок обратно вполне может быть при развороте. Давайте глянем еще Ripple. Ripple также из отмеченной зоны, которую мы отмечали, не пошел дальше наверх и, образовав несколько откупных таких свечей, пошел литься дальше в нисходящем направлении. Здесь пока также приоритет на более низкие уровни. Ripple также вниз. Доминация биткоина у нас немного подросла, альткоины и биткоин все у нас корректируются, но из-за возросшей доминации альты у нас летят сильнее, чем биток. Даже если смотреть вот на столбец, у альтов 13, 10, 12%, у битка пока 6%. Не сильно-то различаются, но заметно, кто летит быстрее. По индексу доллара разметка, нарисованная несколько дней назад, продолжает отрабатывать, пока идем предположительно в третьей волне. Индикатор все это дело подтверждает. Расчетная зона предположительной остановки также пока актуальна. Здесь по индексу доллара пока все нормально, прогноз все тот же. Идем вот сюда в отмеченную зону. Давайте еще посмотрим одну монетку. Интернет-компьютер. Я пролистал, кстати, комментарии под прошлым видеороликом. Там и Dent был, и SRM, еще что-то. Прогноз все тот же на тех монетах. Единственное, вот, что меня заинтересовало, это вот интернет-компьютер, он здесь дал на объемах прострел наверх. Тот, кто заходил раньше здесь, у них стопы еще целые. Тот, кто не заходил, можно рассмотреть вариант зайти с данных уровней. Если посмотреть поближе, что у нас здесь отрисовывается. Если бы не вчерашний пролив, то здесь очень хорошо рисовалась структура заходного импульса, но пока у нас так она не отрисовалась. Также 1, 2, третья волна, сейчас мы находимся в четверке. Если здесь будет треугольник и последняя разворотная точка будет выше волны, выше пика волны 1, давайте наглядно нарисую, чтобы понятнее было. 1, 2, 3, сейчас у нас идет 4 и 5 предположительно. Плохо, что мы зашли аж сюда. Если пробьем вот этот уровень, то это все точно отмена. Если же мы сейчас пойдем наверх и здесь отрисуем формацию треугольную, то будет шанс на завершение заходного импульса. Объемы все это дело подтверждают. Вот здесь у нас уже образовался такой дивер на лонг. И причем это от скользяшки оторвались. Правда, 15-минутка. Лучше смотреть на более крупных таймфреймах. Но опять-таки, как вот здесь произошло. Мы не дорисовали импульс и пошли вниз. Здесь также у нас очень похоже на начало отрисовки импульса, но он пока не завершен. Поэтому у данного импульса стоп-лосс за началом, чуть ниже нулевой точки. До этого стоп-лосса также пока еще не добили. Еще что-то я хотел посмотреть. Да, что у нас тут Filecoin. У нас один растет. Давайте посмотрим, что он там нам отрисовывает. Он у нас полетел наверх. Ну вот, кстати. Вот эти предыдущие прогнозы можно убирать. Наверх мы так и не полетели. И если кто-то здесь заходил, то здесь вот вырубил их по стопу. Стопы это нормально, стопы это часть торговли. В четвертой волне мы не зашли за пик волны 1. И это дает надежду на разворот. Поэтому здесь вот, кстати, у нас и появились еще объемы. И вполне вероятно, Filecoin может пойти все-таки повыше. И здесь у нас объемы вышли. И при общем проливе рынка он не хочет падать. Выглядит достаточно сильно, сильнее рынка. Поэтому здесь, думаю, можно рассмотреть какие-то покупки. Если бы я захотел заходить в Filecoin, то вот такую бы структуру здесь отметил. Повышенные объемы, признак третьей волны. Локально. Давайте часовик еще врублю. Здесь еще тройка не отрисовалась до конца. Здесь получается 1, 2, 3. Еще будет тройка дальше лететь. Давайте посмотрим расчетная зона где. Вот она, расчетная зона для третьей волны. В принципе, мы ее добили, но по структуре можем еще выше пойти. Пока выглядит неплохо. Filecoin выглядит лучше остальных монет. А его перспектива это предыдущие глобальные хаи аж вот здесь.
предыдущий хай. Так, еще что я хотел рассмотреть. Это у нас что-то там Grayscale покупал, да, Zcash. Почему у нас он решил прикупить Zcash? Так, здесь мы в последний раз смотрели, строили канал на заходном. Можно было покупать со стопом и лететь наверх. Так, мы и поступили, полетели наверх. Какая у нас сейчас ситуация? Канал мы прошли вверх, резко прошли вниз и тормознули на уровне поддержки, которую не пробили. Zcash именно этим их и заинтересовал. Здесь мы отрисовали дивер на лонг, получили здесь объемы. Но пока я бы сюда не входил, так как точки входа нормальные вроде бы и нет. Сейчас посмотрим на дневки. Ну вот мы над скользяшкой закрепляемся, над уровнем закрепляемся. Ну, так-то можно рассмотреть, конечно, на покупку. Стоп только далеко. Стоп аж где-то вот здесь. Я бы здесь не заходил, но на мониторинг можно брать. После завершения вот этого локального падения можно искать точку входа. Тем более, если он ZEC сейчас снизится до уровня поддержки, здесь можно будет его половить. Думаю, здесь что-то такое отрисуется. Потом пойдем повыше. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!